есть такая штука, как перечень профессий. И вот, и опаньки, что называется. Меня направили на курсы, где я отучилась где-то месяц. Там отучилась, это была трафаретная печать. Она существует до сих пор, естественно. И я отучилась и создала участок в той компании, которая меня направила. Потом я перешла в другую фирму, тоже с печатью связанные. Пригласили вот в компанию, в которой я проработал 12 лет. Для меня это очень много, потому что 12 лет – это больше, чем все предыдущее до этой работы. И когда я туда устраивалась, я беседовала с немецким директором, и он говорил, что мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, это значит не год, не два, а там больше. И я сказала, что да, мне это тоже интересно, но я не думала, что это будет настолько интересно. И не то, чтобы это какие-то амбиции там, для записи в трудовой книжке, это просто желание проявить себя, наверное, как-то воплотить то, что ты можешь делать. Когда изначально хотела объявить о себе, да, я боялась, вполне как бы логично, боялась, что из-за этого меня могут уволить. Но на тот момент у меня не было еще, я не совершил переход, и об этом могли догадываться, но как бы не знать. Я связалась тогда с юристом и спросила там прямо, спросила о том, что не будет ли из-за этого проблем в плане не уволили меня из-за этого. И она ответила о том, что компания респектирует любые отклонения. Я не помню, как точную формулировку. Грубо говоря, то, что мы уважаем личности. Если так перевести на короткую, да, мы уважаем. Вот. Но я думаю, что когда она это сказала, она ориентировалась именно на немецкое законодательство, потому что когда она изучила вопрос этот в российском законодательстве, она поняла, что уважать совершенно не обязательно. И все ее уважение сразу закончилось. Я к тому моменту уже работал начальником смены. В тот же год, когда я поговорил с директором и с юристом компании о том, что уже с другим директором, что я намерен совершить переход, меня перевели как бы на предыдущее место, сказав, что это временно. Вот. Через несколько месяцев стало понятно, что никакое это не временно, что это постоянно. Я тогда уже совершил переход, я написал информационное письмо, рассказал о себе. И для всех это был вроде как шок. С одной стороны, они понимали, догадывались, да? Мне сказали, мы догадывались, но не знали точно. Плюс у них были разные гипотезы. Это было смешно, на самом деле. Кто что там думал про меня, никто не мог сказать точно. Когда я написала, расписала, вот тогда все поняли, но не скажу, что сильно ухудшилось ко мне отношение. Скажем так, оно проявило, это как лак, когда проводишь покраски, цвета становятся более насыщенными. Вот оптический эффект. И здесь то же самое. Когда про меня уже четко знали, кто я такая, это проявило такой эффект, что те, кто относился нейтрально, они так остались нейтрально относились. Кто относился плохо, они просто стали так же. То есть они стали менее скрывать это. А потом было все тяжелее для меня, потому что как стало? С одной стороны, мне стало легче, потому что мне не нужно было придумать какие-то оправдания своему поведению, своему внешнему виду. То есть все стало на свои места. С одной стороны, мне как-то стало легче, а с другой стороны тяжелее, потому что все вокруг игнорировали то, что я сказала. Практически все, можно сказать. То есть это выглядело, сначала это выглядело забавным. То есть я говорю о себе в своем гендере, а мне говорят паспортным. 2 года промучив меня в таком ключе, когда я являлась для них полуневидимкой, а для кого-то вообще невидимкой, у меня сменились документы, я принесла документы, и после того, как сразу я внесла изменения в личные данные, меня позвали и сказали, ввиду того, что вы женщина,
То есть я все-таки женщина. Ввиду того, что вы женщина, вы не можете работать на этом участке, а других вакансий для вас у нас нет. И я, как наивная дурочка, до последнего момента думала, что я для компании как-то важна. Чем-то, своими знаниями, там, опытом. И мне говорили, что нет, ты как только получишь документы, до свидания. Я не хотела в это верить. И как бы, наверное, отгоняла эту мысль. Ну, я, наверное, думала, что все-таки это да, возможно, но как-то все равно отгоняла. И вот когда все-таки это случилось, и документы поменялись, и меня вот так вот посадили и сказали, вы нам не нужны. Вот. И единственная формальная причина, по которой это они смогли сделать, потому что существует перечень профессий, где женщинам запрещено работать. Если я могу это делать, если я, осознавая тяжесть этой профессии, все равно выбираю ее и двигаюсь по ней, много лет ею занимаюсь, то, наверное, я знаю, что я это могу и мне это можно. Значит, я это хочу. Я, в общем-то, столкнулся с этим первый раз и, наверное, не последний пока что, когда существуют причины, по которым ты не можешь что-то делать, и они от тебя не зависят. Это не связано с твоим здоровьем, с личными качествами, физическими качествами. Просто тебе нельзя, потому что кто-то так решил, не ты. Я считаю, что это неправильно. Было больно очень. Понимаешь, что в тебе больше не нуждаются. Ну, как бы тебя выкидывают, в принципе. Просто на основе того, что ты не мужчина.